Я думаю, наш хорват будет очень вкусный. Вообще, Арсенчик, честно скажи, самый вкусный хорват ты где кушал? В Армении. В Армении. Там действительно очень вкусное мясо, Да. очень вкусный хорват, шашлык. Эрихей, где самое вкусное мясо? Только честно. А, молодцы. В Армении. Какая красота. Правда у нас получилось? Вообще, самый вкусный шашлык хорват это именно здесь, возле мангала. За столом это тоже вкусно, но особенный вкус это здесь. А мы и тут, Али, Али. и за столом. Самое главное. Merci. Чарли. Боря Хужак. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы готовим обед в семейном кругу. В качестве обеда у нас будут сегодня шашлыки из баранины и свинины, а также мы приготовим сулугуни в лаваше и запеченные грибы на мангале. Покажу вам, из какого мяса мы готовим. У нас баранина, у нас называется или корейка, или каре ягненка. Из вот такого мяса, а также свинина, шейная часть. Грибы у нас шампиньоны, мы вкусно замаринуем и запечем на сетке. И сулугуни, лаваш. И все пропорции и ингредиенты я напишу в описании под видео, чтобы вам было удобно сохранить и готовить по такому рецепту. Также в качестве десерта мы еще сегодня приготовим армянскую гату. Поэтому смотрите видео до конца, я думаю, вам будет очень интересно. И Арсен уже готовит дрова, зажигает мангал, подготавливает, чтобы мы уже жарили шашлыки. Порежем и подготовим мясо для маринада. Вот эта вот жирная часть, смотрите, какая она, мы ее оставляем и будем резать на кусочки. Я буду резать свинину, а Арсен будет измельчать приправу. У нас тут цветной черный перец с горошком и немного зиры. Вот в такой вот ступке наливает, да, Арсенчик, ты налил подсолнечное масло, туда насыпает перец горошком. Это вот такая вот у нас приправа будет к баранине. А я пока буду нарезать свинину. У нас тут сезонная клубника, такая ароматная. Аромат на весь двор. Я буду нарезать лук, а Арсен будет перекладывать мясо
и будет солить, перчить, мариновать. Сначала баранину, а потом уже приступим к свинине. Баранина просто шикарная, как нарисованная. Погнали. Мгм. Apris, Anni, mä testahtu se, aista. Mhm. Все, выложил Арсен мясо. Теперь добавляет соль, перец, красная паприка сладкая. И у нас тут есть красная паприка копченая. С двух сторон добавляет приправы. Потом сверху мы немного сбрызнем маслом и добавим лука. Это копченая паприка. А теперь уже добавляет Арсен собственно приготовленную приправу. И хочу сказать, что она такая ароматная получилась. Он сюда добавил перец горошком, зиру немного и чуть-чуть кориандра и масла. Благодаря маслу все приправы хорошо промаринуют мясо. И сейчас еще немного лука добавит, да, Арсен? Так вот хорошенько придавливаем лук, чтобы весь сок свой лук отдавал мясу. Я тебе помогаю, Арсенчик. И хорошенько сейчас будет Арсен перемешивать. Ты прям сок выдавил, да, из лука? Молодец. Все, перемешивай. И немного оставим, пока у нас подходит костер, пока еще угли не готовы. И также само Арсен будет мариновать свинину такими же приправами: соль, перец, красный, черный и собственно приготовленная приправа. А тут смотрите, какая красота. Ну как вам мясо? Очень хорошее. Видно, что молодой баранчик, ягненок. Самое ответственное дело мы делаем, Арсенчик, с тобой. Да. Это, кстати, вот как для меня лично, самое полезное мясо и вкусное. Я тоже очень люблю Да, баранину. баранина она очень впечатляет своим вкусом. Арсенчик, ты давай, отход место уже. И Делай. как красиво получается у вас. Ты шат чесали? Все, элиминаты все. Один и все, давай. Мгм. Я думаю, наш хорват будет очень вкусный. Вообще, Арсенчик, честно скажи, самый вкусный хорват ты где кушал? В Армении. В Армении.
Там действительно очень вкусное мясо, Да. очень вкусный хорват, шашлык. Эрихей, где самое вкусное мясо? Только честно. А, молодцы. В Армении. Арсенчик, если ты. Нет, на, руку убери, чтобы не порезать. Руку. Мгм. А Нуля с Ани ждут. Мы сейчас пойдем вместе приготовим армянскую гату. Хани? Арсенчик, теперь хорошо следи. Такие ароматы пошли у нас уже на весь двор. Промываем хорошо грибы. Грибы мы взяли, видите, среднего размера, не крупные, не мелкие. Они тогда хорошо приготовятся. Они помогают, да, Арсену? Токну мы сани, Арсенчикин? О, пресс. Ануля будет заниматься сулугуни. Натрет на терку. И потом добавим еще немного зелени. Срезаем кончик ножки и отправляем в миску. Вот так. Уделяем внимание, видите, вот если тут остается загрязнение такое, обязательно удаляем и промываем. Ануля нарезает кинзу и будет добавлять в сулугуни. Вот так мы натерли. Ануля натерла на терку. Зелень можно брать любую. Нам нравится вкус кинзы, поэтому мы добавляем кинзу. А также можно и укроп, и петрушку. Любую зелень использовать. Грибы мы промыли, высушили. Теперь добавляем, у нас тут сметана. Вместо майонеза я всегда использую сметану. 3 чайные ложки сметаны. Соль. Копченая паприка. И мускатный орех. Я взяла вот такой целый орешек. И мы натираем на терку. И немного подсолнечного масла. Соли для грибов мы используем чуть больше, чем обычно, потому что грибы впитывают в себя очень много соли. Я еще немного добавлю и хорошенько перемешиваем. Арсенчик, и ты подрас тобой. А?
Вон статуя, как? Отлично. Сочная, правда? Край, видишь, Полностью пропеклось, да? остых очень маленький, да, хозяйственный. Угу. А какой аромат у нас? Вы не представляете. Какая красота. Правда у нас получилось? Вообще, самый вкусный шашлык Хорватс это именно здесь, возле мангала. За столом это тоже вкусно, но особенный вкус это здесь. А мы и тут, Ани. и за столом. Самое главное. Merci. Чарли. Баря хужак. Спасибо, бери. А ну, Арсенчик, Арик. Не, этот, И скажите, с лавашами. как вам? Сейчас посмотрим. А мясо? А мова? Кто маринад делал? Арсен. Самый лучший маринад. Молодец. И соль, и Приправы. приправы съел, чувствуется. Апри, Арсена. Молодец, Арсен. Я Спасибо видишь, я тебе. не знаю, кто делал приправу. Молодец. Да. Вкусно очень. Лаваш смазываем сметаной тоненьким-тоненьким слоем. Из такого количества сулугуни у нас получится 2 больших вот таких вот лаваша. Еще немного. О, Анника Вукне, ты пришла помогать, да, нам? Угу. Думаю, достаточно. Делим сулугуни на 2 части. Половинку сюда распределяем на этот лаваш. Давай подержу. Тоже повернем. Вот так. Угу. Пока это распределим. Еще немного там. И совершенно. Все, и можно уже скручивать. И с этой стороны собираем. И как рулетом вот так сворачиваем. И точно так же мы сделаем второй лаваш. Да, ну раскрой. И Арсен кладет, да, Арсенчик, будешь смотреть, переворачивать с 2 сторон, обжаривать до румяной корочки. Сулугуни уже готово. Смотрите, какая румяная корочка получилась. Тянущий сыр с зеленью. Вот такой сулугуни у нас получилось. Это они. Там кезяны. Сейчас все попробуют. Merci. А ну шлинни чаже. А ну ли. А ну ли. Merci.
Хрустящая такая корочка. И Арсенчик. Очень вкусно получилось, правда? Сочная и хрустящая. И начинаем обжаривать грибы. И видите, когда уже жар такой умеренный, тогда уже можно хорошо обжарить грибы. Для грибов сильный жар не нужен. Вот так красиво выкладываем на сетку. Грибы наши уже готовы. Видите, как они уже хорошо зарумянились. И такие ароматные. В качестве десерта у нас будут еще запеченные яблоки. Мы всегда готовим такие яблоки, когда что-то готовим на костре и запекаем. Это любимое лакомство в нашей семье. У нас есть вот такой аппарат. Мы просто берем, удаляем сердцевину от яблока, нанизываем на шампур и запекаем. Смотрите, вот так у нас получилось. Видите? Сейчас приготовим гату. Я буду готовить тесто, а Нуля будет готовить начинку, которая называется хорис. Это армянская традиционная гата, которую мы готовим на все праздники. Я добавляю муку, перетираем муку со сливочным маслом, а Нуля добавляет муку и будет перемешивать муку вместе с сахаром и еще ванильным сахаром. Начинку мы сегодня будем делать на основе топленого масла. А подробный рецепт у нас есть на канале. Я оставлю ссылку, и вы можете перейти, посмотреть. Там все пропорции указаны. Это любимая сладость в нашей семье. Я очень часто готовлю такую гату. Вот когда уже перемешали все ингредиенты сухие, можно потихоньку добавлять топленое масло. Вот есть отдельная ложка. Я в дальнейшем покажу, какой консистенции должно быть наше тесто и какая должна быть начинка. И Ани, наша помощница, пришла, будет нам помогать, да, Ани? Мамой. Да, второй ложкой помогай себе. Ани будет добавлять ванильный сахар, соль и сахар. Добавляй, Ани. Молодец, запресс. Это соль. Сейчас вот так вот сделаем. А это сахар. Перемешиваем. И хочу показать, уже Ануля приготовила хорис. Начинка, какая должна быть начинка. Если мы берем начинку в руки, и видите, вот она так вот собирается в комочек, это означает, что хорис правильный. И при легком нажатии вот такое вот получается. Хорис готово. Сейчас мы еще закончим тесто. Далее берем сметану, добавляем в сметану соду. Они будут добавлять, да, соду? На, добавляй. Перемешиваем. И должна появиться такая легкая пенка, воздушная. Добавляем в нашу сливочно-мучную массу.
Далее добавляем яйца. В наше тесто мы добавляем только желтки. Белки мы отделяем. Для нашего рецепта нам понадобится 2 желтка. И одно яйцо я приготовила. Это у нас будет для смазывания. Перемешиваем тесто и доводим до однородного состояния. Я вам покажу, какой консистенции должно быть наше тесто. Сильно долго месить не надо такое тесто. Вот вымесили вот в один такой комочек, колобочек, и все. И уже тесто наше готово. Вот такой консистенции, посмотрите. И мягкое, и нежное, и не липнет к рукам. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на полчаса. И через полчаса уже можно формировать гату. Тесто у нас хорошо настоялось. Теперь уже мы делим на 2 части. И будем уже формировать гату. Немного припыляем стол мукой. Сейчас я принесу. Раскатываем в тоненький такой пласт. Вот такой толщины мы раскатали тесто. Видите? Теперь смазываем подсолнечным маслом. Распределяем кисточкой. И будем распределять начинку хорис. Ануль, насыпай. Хорис тоже тоненьким таким слоем распределяем. Еще немного. До края не доходим. Где-то сантиметр мы оставляем. Немного придавливаем. Еще немного можно, Ануль, видишь тут? Вот так. И начинаем сворачивать в рулет. Выравниваем края. Опресс. Опресс, Анни. Молодец. Видишь, как у тебя хорошо получается? И вот так равномерно скручиваем. И берем скалку, немного пройдемся. Я сейчас принесу вилку, и мы сделаем красивый, характерный рисунок. Разбиваем одно яйцо. Белок мы отправляем в отдельную пиалочку, а желток нам надо будет для смазывания гаты. Смазываем наш рулет желтком.
И делаем вот такой вот рисунок. Немного прокалываем вилкой. И нарезаем. У нас есть вот такой рифленый нож, мы привезли из Армении. Нарезаем на такие кусочки. Смотрите, какие у нас слои получаются. Как песочно-слоеное тесто. И точно так же мы будем делать и со вторым колобком тоже. Отправляем на противень, застеленной пергаментной бумагой. Ануль, иди ты это клади на противень, а я буду раскатывать это тесто. Вот так, смотрите, у нас получилось. Мы отправляем в духовку на средний уровень при 180 градусов где-то 35-40 минут. Будем смотреть по румяной корочке. Режим у нас вверх-вниз. Наша гата уже пропеклась, уже готова. Вот так у нас получилось. Сейчас немного подождем, остынет, и разложим на красивое блюдо. Решила еще на стол порезать помидоры. Вот такие у нас необычные сорта помидоров. Смотрите. И желтые. Это не зеленые помидоры. Это вот такой специальный сорт испанский. Очень сладкий сорт помидоров. Красный вот такой тоже необычный. Они все сорта и сладкие, и сочные. Посыпаем немного кинзы. Добавляем соли и поливаем оливковым маслом. И готово. И вот такой у нас получился обед в семейном кругу. Сейчас мы будем уже кушать. Арсен даст Ане, да, Ане? Ты хочешь баранину, да? Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Впереди вас ждет много вкусных, полезных и домашних рецептов. Я помогу Анне. Я сейчас тебе помогу, дай мне твой ножик. И еще твою любимую помидорку дам, да, Анне? Вот такая помидорка. И порежем мясо. Это тебе, да, Анне? И лаваш тебе дам. Арсенчик, дай тебе лаваш? Не надо?